Илон Маск стоял в своем личном исследовательском центре Tesla Space Innovations где-то в отдаленной части Невады. Это место было скрыто от публики, но именно здесь кипела работа над новым прорывом, проектом Andro Carrier 1. Его цель — разработать полнофункциональных рабочих роботов, которые смогут выполнять любую работу людей, от тяжелых и опасных задач на производстве до кропотливой мелкоручной работы и даже социально-коммуникативные функции. Идея родилась не на пустом месте. Маск нередко размышлял о рисках и ограничениях человеческого труда, трудовых травмах, неравенстве зарплат, выгорании, темпах автоматизации. Однажды, поздно вечером, наблюдая, как его дети играют с собачьими роботами Dogecoin, забавными, но ограниченными в возможностях, он задумался. А что если создать не просто роботов-игрушек, а действительно универсальных помощников? Он собрал свою команду консультантов, инженеров, социологов, экономистов, философов и предложил амбициозную цель, что если мы сможем создать таких роботов, которые настолько универсальны и эффективны, что люди смогут полностью сосредоточиться на творчестве, искусстве, межличностном общении, а вся рутинная работа будет отдана машинам. Ответы были разные, от восторженных до строго трезвых, но Маск, как всегда, вдохновлялся вызовом. Команда приступила к проектированию. Физические роботы должны были быть гибкими и силовыми одновременно. Алюминиевый и углеродно-углеродный каркас, гидравлические и электрические мускулы, покрытые легким и прочным синтетическим кожаным покрытием — все это для создания прочных, но мягких на ощупь гуманоидных манипуляторов. Внутри — гибрид искусственного интеллекта, нейронные сети для обучения на основании реальных ситуаций, модуль для анализа контекста, эмоционально-социальный интерфейс, позволяющий им взаимодействовать по-человечески. Кроме того, роботы снабжались термохимической системой охлаждения, батареями нового поколения с высокой емкостью и быстрой перезарядкой, а также адаптивной оптико-акустической системой для восприятия мира. Команда столкнулась с рядом вызовов. Этичность. Если роботы способны полностью заменить человека, что будет с безработицей, самоуважением людей, смыслом труда? Маск пригласил экспертов, обсуждал возможность введения программы гарантированного базового дохода Universal Basic Income, чтобы общество могло адаптироваться к новой реальности. Технические ограничения. Как сделать роботов настолько универсальными? Привлели ведущие компании SpaceX, Neuralink и The Boring Company, чтобы совместными усилиями создать подходящие компоненты, алгоритмы контроля и коммуникации, включая каналы Neuralink взаимодействия между роботами и центральным AI-координатором. Юридические аспекты. Кто отвечает за ошибки Andro Carrier 1? Как прописать законодательство по безопасности? Власти Невадах поддержали проект, предоставив площадку и юрисдикцию для тестирования. Прошли месяцы, и вот в цехах Tesla Space Innovations появились первые прототипы, черновые, в демонстрационных панелях, ограниченные по функциям. Они могли собирать детали для Tesla-спиннеров, чинить мелкие поломки, копать траншею для тоннельных систем. Но главное, они обрабатывали сложные узлы с точностью, которой не могли добиться даже опытные инженеры техники. Маск с волнением наблюдал, как они работают круглосуточно, не уставая, без страха и боли. Команда ввела испытания в полуреальном масштабе на транспортных линиях, на монтаже корпусов, а затем на строительстве фигурных трасс для Hyperloop-моделей. Некоторые прототипы показали рекордную производительность, они могли монтировать 1000 деталей в час вместо 200 и делали это точно и без травм. Первые роботы общались с рабочими людьми, помогали новичкам-конструкторам, переносили тяжелые конструкции, при этом не ощущая усталости, не требуя перерывов и социального взаимодействия. Новость о прототипах быстро попала на первые полосы. Илон Маск создал рабочих андроидов «Революция в труде». Газеты, онлайн-медиа, специалисты спорили о плюсах и минусах. Одни писали о том, что массовые увольнения приведут к кризису рабочей системы, другие утверждали, что это открывает эпоху досуга и творчества. Маск выступил на конференции в Лас-Вегасе. «Я верю в общество, где люди освобождены от тяжелого труда и самовыражаются через творчество, науку, культуру. Но важно, чтобы переход был справедливым. Мы предложим базовый доход, образовательные гранты и программу переквалификации». Это заявление активно цитировалось в международных СМИ, вызвав и поддержку, и критику. Тем временем,
Коммерческий выпуск Andro Carriera 1 стартовал. Тендеры на строительство, логистику, заводские работы, роботы-рабочие с новой линейкой пошли в дело. В штате Техас, на крупнейшем заводе Tesla Gigafactory, роботы начали заменять людей в зонах риска, литиевых ям, термически опасных участках, тяжелых сборках. Результат – заболеваемость и травмы упали на 90%, производство выросло на 30%, а затраты на социальные выплаты и страховки резко сократились. Компания запустила глобальную программу распространения роботов. Европа, Азия, Индия, Африка. Во многих странах начали внедрять Andro Carriera 1, адаптируя под местные потребности. В Японии с ориентацией на старение населения они помогали пожилым, в Индии — на фермах и строительстве, в Европе — в логистике, очистке, сервисе. Одновременно по всему миру развернулась масштабная программа переквалификации, люди обучались ухаживать за роботами, программировать их, выполнять творческую работу, код, дизайн, науки, в общем, то, от чего люди получили свободу благодаря роботам-рабочим. Были созданы творческие хабы, художники, дизайнеры, ученые, музыканты, архитекторы. Все получили возможность сосредоточиться на самовыражении, не тратя время на рутину. Базовый доход был введен во многих странах, где роботы заменили людей. Сначала это вызвало споры, но постепенно, по мере благосостояния населения, кризисов не произошло. В результате люди стали тратить время на образование, волонтерство, воспитание детей, экологию, культуру. Мир вошел в новую эру социальной эмансипации. Но не все шло гладко. Появились движения против роботизации, профсоюзы утверждали, что права человека редуцируются, что рынок труда становится небезопасным, что человеческий труд теряет смысл. Консервативные организации подняли идеи о опасности бессмысленной жизни без труда. В некоторых странах начались протесты, были требования остановить производство роботов-рабочих до проведения общественных референдумов. Маск отвечал дипломатично, приглашая к диалогу. «Мы не хотим уничтожить работу, мы хотим переосмыслить ее. Работа — это не только источник дохода, но и смысла, о том, что ты делаешь на этой земле. Мы предлагаем социальный контракт, если роботы берут на себя рутину, общество дает людям возможность для самореализации, обучения, творчества, заботы». Постепенно многие протестующие смягчились, особенно когда увидели, как изменяются компании и города. Снижение ДТП, аварий, смертности на производстве, рост индекса счастья и творчества у населения. Через год после старта уже было собрано 1 миллион роботов Andro Carriera 1 по всему миру. Они оснащаются обновленным искусственным интеллектом, способны учиться новым специальностям, общаться с людьми на разных языках, адаптироваться к климатическим условиям, выполнять персональные поручения. Люди начали писать книги, стихи, создавать музыку, искусство. Региональные центры культуры и науки получили гигантский приток внимания. Образование стало практикоориентированным, изучение робототехники и обязательным. Многие начали профессионально заниматься заботой о планете, а не добычей ресурсов. В крупных городах появились парки роботов, место, где люди могли наблюдать за роботами-помощниками, общаться с ними, обучать их. Илон Маск задумался, а что дальше? Он запустил проект Andro Carriera Next роботов-помощников, оснащенных модулями нейроимитации, способных не только работать, но и учить, лечить, обучать детей, даже вести простые диалоги о философии. Впереди грядет новая эра синергии человечества и машин, где машина отдает рутину, а человек сосредотачивается на смысле. Когда годы спустя историки будут рассказывать о переломном моменте 21 века, они назовут проект Andro Carriera 1 одним из самых значительных. Момент, когда человечество перестало оставаться узником трудовой рутины и смогло перейти к эпохе творчества, знаний, взаимопонимания и самореализации. И все это благодаря одному человеку, который решил, если машины могут работать, пусть они работают, а люди думают, создают, любопытствуют. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!